12 человек погибли в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщила австралийская полиция, уточнив, что двое подозреваемых, открывших стрельбу, обезврежены. В момент теракта на пляже было много людей, в том числе семьи с детьми, которые отмечали первый день Хануки, еврейского религиозного праздника. При этом количество раненых более 60 человек. Очевидцы рассказали, что слышали около 50 выстрелов. Стрельба продолжалась примерно 10 минут. Один из свидетелей описал происходящее как «ад на земле». Одного из двух мужчин, устроивших стрельбу на пляже в австралийском Сиднее, обезвредил безоружный прохожий. Мусульманин Ахмед Аль-Ахмед, владелец овощной лавки и отец двоих детей. Он подкрался к вооруженному преступнику и просто забрал у него винтовку. При этом мужчина получил 2 пулевых ранения. Врачи борются за его жизнь. В Берлине идут переговоры по мирному плану для Украины. В СМИ появились кадры встречи украинской и американской делегаций. Делегацию от Украины возглавляет Зеленский. США – спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. На фото видно, что стороны сидят за большим овальным столом. Зеленский напротив Уиткофа. В центре стола стоят часы. Напомню, переговорщики США Уиткоф и зять Трампа Кушнер прилетели в столицу Германии рано утром. Борт Зеленского прибыл в Берлин немного позже. Перед встречей с американцами президент Украины опубликовал несколько снимков с украинской командой переговорщиков и написал, далее цитата, «Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей над каждым пунктом каждого драфта. Внимательно работаем». Приезд Уиткофа в Берлин, который ранее возглавлял переговоры с Украиной и Россией, это сигнал от Вашингтона, пишет Рейтер. В Белом доме полагают, что в переговорном процессе появился прогресс. Накануне канцлер Германии Мерц заявил, что Европе необходимо готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях США на фоне нарастающей угрозы со стороны России. Переговоры в Германии – это очередная публичная демонстрация поддержки Зеленского со стороны союзников по всей Европе на фоне давления со стороны США, отмечает Рейтер. Напомним, в последние недели Великобритания, Франция и Германия дорабатывали план Трампа по окончанию войны в Украине. В проекте документа, обнародованном в прошлом месяце, были пункты, которые обязывали Киев отказаться от части территории в пользу России, не вступать в НАТО и значительно сократить численность армии. С самого начала украинским условием, а точнее, правильнее сказать, желанием, было вступление в НАТО, потому что это были бы реальные гарантии безопасности. Такой вектор некоторые партнеры из Соединенных Штатов Америки и Европы не поддержали. Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии уровня вроде 5-й статьи НАТО со стороны США для нас, а также гарантии безопасности от европейских коллег и других стран, Канады, Японии и других, для нас являются возможностью не допустить новой волны российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны. Нет, я еще не получал официальной реакции Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через нашу переговорную команду, но я получил все сигналы и готов к диалогу, который начинается уже сегодня. Сегодня у нас в Берлине украинско-американский день. Безусловно, у меня будет отдельная встреча с канцлером Мерцем и, вероятно, вечером встречи с некоторыми европейскими лидерами. Плана, который понравился бы всем, не будет. Безусловно, в том или ином формате документа есть много компромиссов. Последние комментарии и изменения по плану мы уже направили Соединенным Штатам Америки. Я считаю, что на сегодняшний день справедливым возможным вариантом является следующий. Мы остаемся там, где стоим. И это правда, потому что именно так все и есть. Стороны остаются на своих позициях, а дальше уже дипломатическим путем пытаются решить все общие вопросы. Я знаю, что Россия относится к этому негативно, и хотелось бы, чтобы американцы поддержали нас в этом. Украина в своем контрпредложении к американскому мирному плану настаивает на сохранении контроля над Запорожской АЭС и нынешней численности вооруженных сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По оценке газеты, ответ президента Владимира Зеленского на инициативу Дональда Трампа укладывается в формулу «да, но». Киев в целом готов обсуждать предложенные параметры, однако выдвигает собственные принципиальные условия. По данным ВСЖ, Зеленский согласен на проведение выборов, но только после введения режима прекращения огня. Он допускает, что Россия может сохранить определенную роль в функционировании Запорожской АЭС. Однако контроль над станцией, по позиции Киева, должны осуществлять Украина и США. Также Украина готова говорить об ограничении численности армии, но лишь с сохранением ее на текущем уровне. По территориальному вопросу Киев не отверг предложение Вашингтона напрямую, но требует большей конкретики.
В офисе президента указывают на риски, что будет сдерживать дальнейшее продвижение российских войск и как не допустить проникновения российских сил в зоны отвода под видом гражданских. Ранее The New York Times писала, что в обновленной версии украинского мирного плана Киев отказался от обязательства выводить войска из Донбасса. Россия и США в ходе встреч в Москве не поднимали тему корейского варианта урегулирования территориального вопроса в Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Корейский вариант предполагает взаимное отведение войск от линии фронта и создание демилитаризованной зоны, где ни одна из сторон не будет иметь ни военного, ни гражданского контроля. Также Ушаков не исключил, что Москва может не согласиться с поправками к плану Дональда Трампа. Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма – это железобетонно, 1000000%, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже 1000000%, что не получится. Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема. Вы пока этих документов, вы сказали, не видите. Пока мы их не видели, но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам. Резкие возражения по поводу каких пунктов? Ну, по поводу многих пунктов. Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю. Это та самая, то, что сейчас обсуждается, возможная демилитаризованная зона в Донецкой республике. Не только, но вообще вопрос о территориях. Он активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю, но вряд ли будет что-то хорошее. А вообще вот так называемый корейский вариант, это вариант для нас такого размежевания с Украиной или нет? Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Но точно вот снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось это, по-моему, ни разу. Я об этом даже не слышал. Напомним, вскоре после того, как мирный план по Украине был представлен Дональду Трампу, агентство Bloomberg опубликовало расшифровки телефонных разговоров помощника Путина Юрия Ушакова со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Из них следовало, что представленный проект мирного плана был подготовлен в Кремле. Ушаков, в частности, выражал опасения, что в документ могут внести правки, которые окажутся невыгодными Москве. Кроме того, в материалах фигурировал телефонный разговор Ушакова со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом. Собеседники обсуждали, как лучше представить этот план самому президенту США. «Мирный план всех не устроит», заявил Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами. Он уточнил, что последние правки со стороны Украины уже направлены в США. В администрации Дональда Трампа эти замечания пока не комментировали. При этом диалог с Вашингтоном должен стартовать со дня на день, отметил президент Украины. Киев добивается, чтобы документ стал реальным механизмом завершения войны, а не декларацией на бумаге. Если же украинские требования проигнорируют и переговоры сорвутся, Украине придется искать новые способы достижения мира, признал Зеленский. Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию – это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась. Зеленский также высказался о возможных выборах в Украине. По его словам, в ближайшее время депутаты Верховной Рады подготовят варианты проведения президентских выборов. Зеленский подчеркнул, что не держится за должность. Главное, считает он, чтобы голосование, если оно состоится, проходило в безопасных условиях. В решении вопроса безопасности Украине могут помочь европейские союзники. Генсек НАТО Марк Рютте позволяет себе безответственные высказывания, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя недавнюю речь Рютте в Берлине. Напомним, генеральный секретарь Альянса сказал, что следующей целью России могут стать страны Североатлантического Союза, поэтому Европе уже сейчас следует готовиться к войне с Путиным. По словам Пескова, подобные заявления звучат от поколения, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война. Господин Рютте все-таки жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами вот рассказывали про страшное испытание, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон, и как это было жутко там. Они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют, и, к сожалению, господин Рютте делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Сегодня утром Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по городу Запорожье в Украине. Под обстрел попал продуктовый супермаркет. По меньшей мере 11 человек получили ранения,
Среди них ребенок, полицейский и двое спасателей. По данным медиков, у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и множественные ушибы. Также зафиксированы повреждения 6 многоэтажных домов и нескольких нежилых построек в Запорожье. Припарковавшиеся рядом автомобили выгорели полностью. На стоянку стоит машина компании. Приехал машину забрать. Пока стояли, ждали, пока дали добро, чтобы зайти, была команда «Воздух». После команды «Воздух» все в рассыпную. Сразу прилетело в то же самое место. Через время еще раз. В России атаке подверглись сразу несколько крупных нефтебаз. Украинские беспилотники ударили по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Кроме того, сообщается о поражении нефтебазы Урюпинская в Волгоградской области. Эту информацию подтвердили в Генштабе Украины. Также ударные БПЛА атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму. Мониторинговый канал «Крымский ветер» опубликовал спутниковые снимки нефтехранилища. Поселок Битумное под Симферополем. На объекте произошел пожар. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмущен и резко критикует решение Европейского Союза о бессрочной заморозке российских активов. В интервью венгерскому YouTube-каналу он напомнил про Вторую мировую войну и конфискованные немецкие активы. Их использовали только после окончания Второй мировой, а не во время конфликта, подчеркнул Орбан. То, что Европа сейчас делает с российскими активами, это, по сути, объявление войны, считает венгерский премьер. Последствия могут быть катастрофическими. Конфискация российских национальных валютных резервов, а затем их использование для финансовой поддержки стороны, находящейся в войне с Россией, это и есть объявление войны. Я не знаю, какими будут последствия, но это гораздо более серьезно, чем может показаться при первом прослушивании, потому что это выглядит как экономический вопрос. Но на самом деле это не так. Это прямой шаг к вступлению в войну. Комментируя недавнее заявление генсека НАТО Рютте о том, что Европа стоит на пороге войны с Россией и НАТО следует уже готовиться к нападению, Орбан предположил, возможно, Рютте не осознает, что говорит. Далее цитата. Он говорит глупости, но в это трудно поверить. Конец цитаты. Мы хорошо знаем бывшего премьер-министра Нидерландов, ныне генерального секретаря НАТО. Он привык говорить странные вещи. Мы, венгры, особенно хорошо это помним, поскольку он позволял себе резкие, высокомерные и раздражающие высказывания о Венгрии. Возможно, в его голове такие образы не возникают, но от этого фраза не становится менее тяжелой, тем более, что она противоречит тому, что говорят американцы. То есть, если отвлечься от ужасов войны и посмотреть на эту фразу как на европейскую позицию, то мы видим, что она полностью отличается. Более того, противоречит американской позиции. После помилования белорусских политзаключенных и успешной сделки с Вашингтоном, результатом которой стало снятие санкций с белорусских калийных удобрений, Александр Лукашенко дал интервью журналистке американского телеканала Newsmax. Как выяснилось, она является супругой спецпосланника США Коула. В разговоре Лукашенко изложил свое видение отношений между Минском и Вашингтоном, сообщают белорусские СМИ. Ведущая задавала вопросы о войне в Украине и интересовалась, как Лукашенко оценивает роль Дональда Трампа в возможном мирном урегулировании. Беседа еще не вышла в эфир, однако пресс-служба уже опубликовала в сети фрагмент интервью. Убежденный сторонник Трампа, у меня есть родственник, близкий родственник, президент России, и есть очень хороший мой друг. Давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте.